одна солнечная панель на все, какие станции потянет. Так, у нас это панель на 280 ватт и 10,5 ампер. Максимум может выдавать 46 вольт. Давайте пройдем и посмотрим. Станция. Так, значит, я параллельно, нет, последовательно подключил два аккумулятора. То есть вот у нас минус от контроллера и плюс сюда. Ну, сделал 24 вольта на заряд. Надо, чтобы шло 29. От 27 до 29 вольт это нормально. Причем уже зарядила солнечная панель два аккумулятора. Кстати, заряжались всего 6 часов и уже полностью зарядились. Говорят, что так быстрее зарядить можно два аккумулятора, когда они параллельно подключены. То есть вы не увеличиваете вольтаж, вы увеличиваете ампер, количество ампер часов. Вот. То есть у меня по факту они сейчас 62 ампер часа. Если их по-другому подключить, то есть параллельно, будет 124 ампер часа, но будет 12 вольт. Итак, вот такой контроллер. Тут его параметры. Вот такую вот станцию можно собрать и 12 вольт, и 24 вольта. И когда вы подключаете, он сразу переключает сам автоматически. Сюда у меня подключена солнечная панель. Тут, в принципе, все нарисовано, куда что подключать. Сюда инвертор. Вот, у меня идет только автомат защиты. Такие провода, правда, не применяйте, они греются. Даже сейчас они теплые, ну, уже остывают, потому что заряд осуществился полностью. Вот это заряд на аккумуляторы, а это солнечная панель, сколько сейчас может максимум выдать. Это обозначение идет, когда сюда инвертор подключает. Но инвертор обычно подключаю на клеммы. Я сейчас вам другую станцию покажу с подобной же технологией. Это 30 ампер у нас. Вот такой вот инвертор, если увидите, не покупайте никогда. Это не первый. Подключил, вроде на 24 вольта, ну, просто сгорел. Все. Вот. Кстати, если шо, разыграю его между подписчиками в Телеграме у всех канале, можете подписаться. Там очень интересный у нас Телеграм-канал, полностью про все эти темы. Там можете получить бесплатный совет, бесплатная подписка. Но доверяйте, но проверяйте. Вот. Не нарушаем наши условия нашей группы. Не обсуждаем политику, религию. Вот, и ругаемся там, не ругаемся матом, и не флудим в группе, по теме общаемся. Так, возвращаемся к этой всей теме. Значит, за 6 часов реально зарядилось это оборудование, но вообще я подключал параллельно 4 аккумулятора таких максимум, и на 12 вольт и заряжало нормально. Само все переключается. Сейчас я вам покажу другую панель, другую станцию. Вот вторая, собственно, солнечная панель, 450 ватт, 15,5 ампер максимум и 56 или 58 вольт. 58 точно. В общем, по стоимости такую можно купить сейчас за 100 евро. Это если поштучно брать. Если брать от 6 штук, там за штуку, по-моему, по 80 евро. Такую можно купить от 35 евро до 50 евро. Так, ну, погодка у нас немножко хмурая, но тем не менее, ну там тучки плюс-минус 50 вольт сейчас показывает. Это 12-вольтовая станция, 1,9 ампер. Уже тоже система подзарядилась, как бы используется сразу система, энергия используется от солнечной панели. Аккумуляторы, в принципе, заряжены. Подключено все так же, провода тоже такие не рекомендую, но не успел еще поменять. Здесь у меня идет два автомата защиты, то есть два на аккумуляторы, два на солнечную панель. Вот, этот у нас такой же аппарат, чуть помощнее, на 40 ампер, в общем, как вы можете видеть. То есть у меня здесь вот такой вот инвертор подключен, вот так. Кстати, им очень доверяю, потому что уже проверил не один раз такой вот инвертор, и у меня их, вы могли видеть на канале, много у меня таких, даже не посчитаю сколько. Так, ну, в общем, здесь параллельно два аккумулятора подключены, это 12 вольт. Как видите, заряд повышен, и если я сейчас нагрузку уберу, то будет выдавать 14,7 вольт.
Вот, у меня сюда инвертор подключен, а сюда идет контроллер подключен. Кстати, сейчас схему покажу. Ну, она очень простая, это просто так может показаться все сложным. Ну и крокодилами, что не рекомендую, только через клемму рекомендую подключаться, когда в особенности идет нагрузка. У меня сейчас потребляется где-то 300 ватт, ну там погрешность где-то 250-300, вот так вот. Работают два инкубатора, брудер, ну освещение и всякие вентиляторы для того, чтобы осуществлялось ну, проветривание помещений, потому что так как кислотно-свинцовые аккумуляторы, они выделяют небезопасные для нашего здоровья и организма газы. Вот, поэтому помещение должно проветриваться. Когда они просто работают, но не заряжаются, они не вредные. А когда идет эксплуатация, ну, помимо эксплуатации, вернее, просто заряд. Когда просто заряд идет или эксплуатация идет, как вот сейчас у меня, и заряд одновременно, это не есть хорошо. Вот, такая вот станция. Сейчас покажу вам схему. Вот это такая схема. То есть можно вот сюда, где вот это вот, да, лампочка вот эта подключена, полосочки нарисованы. Сюда подключить инвертор. Но я не подключаю, так как у меня инвертор сразу висит на клеммах. Вот тут. Вот провод от него идет. У меня сейчас помимо всего двух инкубаторов брудера еще работают вытяжки и лампочки. Потому я потребляю солнечную энергию. И при этом заряжаются аккумуляторы. Когда вечер наступает, я разряжаю их максимум до 11, ну там и 9, 11 и 8. Не рекомендую разряжать без нагрузки, не рекомендую разгружать эти аккумуляторы ниже, чем 11,7. Это считается 20%. 20% оставляйте с заряда всегда. Значит, вопросы часто, насколько может хватить там вот такого вот аккумулятора. Такого аккумулятора может хватить вам, ну возьмите 12, умножьте на 62. Это вот эта вся мощность, которая получится, там, я не помню, ну там 744, по-моему, ватта получится. Сразу от них отминусуйте 40%. Что за 40%? 20% уходит на инвертор и провода, там потеря идет, и контроллер, вот это все, когда через него все идет. И 20% надо оставлять в аккумуляторе. Итого 60% вот от этих ваттов, которые у вас останутся, вы можете это использовать. Также у меня в курятнике активно работает вытяжка, чтобы выдувала. Отсюда неприятные запашки, туда идет вдув, а сюда вот вытягивает. И посмотрите, какую оно гадость вытягивает. Ну, ночью здесь, конечно же, включается освещение, чтобы они могли всегда попить, поесть, яички посносить. О, посносили яички. Мои умницы, какая красота. Это он еще сидит тут у нас, вон еще яички. Ну, яичек хватает. В день вот так вот эти друзья двухлапые, четырьмя пальцами, у меня их где-то сотня здесь насобирается. Вот они в районе, ну так вот, от 50 яиц и до 100 приносят. То есть для них вообще выгодно эти солнечные панели. Когда выключали электричество по 10 часов, его не было. В общем, я все для них, они все для меня. И вот что я вам скажу. Кто-то скажет, блин, не майся ерундой, типа используй генератор. У меня есть генератор. Вот он стоит, там бензин есть, вон 60 литров канистра. Значит, я вообще про него я им редко пользуюсь, там, когда уже нет электричества, чтобы чайник там такое включить. Ну блин, чтобы час поработать, там лампочки, такое вот вытяжки, литр бензина придется сжигать. Ну то есть это слишком дорого и глупо тратить такие деньги, блин, для того, чтобы просто работало освещение. То есть солнечная панель, кстати, сейчас вам счетчик покажу, сколько я намотал киловатт. Я вам показал, у меня есть на канале видео, где я счетчик подключил и показываю, сколько я добываю в день ватт, вернее киловатт. И в общем вы можете посмотреть, сколько я эксплуатирую. Вообще подпишитесь ко мне на канал, у меня много полезной информации. И вот, значит,
Да, я согласен, что солнечные панели себя окупят не сразу, но это независимая электроэнергия, и помимо всего, это гарант всегда того, что у вас будут работать инкубаторы. Я вам сейчас, кстати, покажу гибридные станции. У меня стоят на брудеры, на все, что только можно. И там по киловатту они мощности идут. А аккумуляторы всегда заряжаются от солнечных панелей. Я все вот организовал, чтобы оно все механизированно работало. И да, ждать там, что вам там, блин, одна солнечная панель будет десятки тысяч миллионов долларов приносить в секунду, вы этого не дождетесь. Да, она себя будет отрабатывать, одна штука, полгода, это точно. Вот. Но зато у вас всегда, даже зимой, когда там один несчастный ампер, там, да, блин, 1,5, я видео снимал, у вас будут заряженные аккумуляторы, у вас всегда будет Wi-Fi, свет. Это в случае, там, если, ну, как это и было. Вообще проблема была с энергией, с электричеством, вообще жесть. Ну, на генераторе далеко не уедешь. Так чисто, когда мощные приборы включить. Да и то я бацал оборудование, которое у меня насос в 980 Вт запускает. Я показывал. И, значит, набирает воду. То есть генератор — это редкий случай жизни. Вот, как видите, у меня много птицы и перепелы. Яички тоже несут. Вот, как бы, ну, и битка много, блин. Но, короче, это все кошечкам отдаю, там такое. Для всего, чтобы это все могло функционировать, нужно постоянно иметь стабильную энергию. Гарантированную. Плюс работа инкубатора. Значит, вот такая есть. Ну, уже я ее уже отключил, потому что мне просто не нужен этот бесперебойник. К нему вот такой аккумулятор подключен. 77 ампер часов. В общем, вот таких два аккумулятора у меня еще подключены вот к такому оборудованию. Вот этим я прям горжусь. Это лучшее, что у меня было на киловатт. Вот, еще плюс ко всему, оно выпрямляет электроэнергию. Вообще, вот у вас все стабильно будет работать. И, в общем, когда у вас исчезает электричество, сверху пропадает это от розетки, и это остается от аккумулятора. Вот, когда появляется электричество, оно включается и само заряжает аккумуляторы, и само переключает вас на сеть. Все автоматически сзади подключается удлинитель, и уже от него вы все разводите. Вот, правда, такой красавец стоит без аккумуляторов $200. Он не идет с аккумуляторами. В этом идет аккумулятор маленький такой, никакой вообще. Ну, я вывод сделал на такой вот и очень доволен его работой. Можно купить его за $50. Ну, а здесь функционирует более малые брудеры. Все это от солнечных панелей. Подписывайтесь, друзья, на канал. Спасибо вам большое за просмотр. Пишите ваши комментарии, поставьте лайки, они меня очень мотивируют. Я вижу, что вам интересно то, о чем я снимаю. Спасибо за просмотр.